День добрый. Дальневосточный? Да. Угу. У вас наличные, да? Да. Угу. Что мы стоим? 920 рублей. Сейчас, секунду. Я вас очень сильно попрошу заплатить мне 920 рублей в период поездки. Это в каком плане? Я не понял. Ну, в плане вы платите, и мы едем в таком плане. Это первый раз такое слышу. Обычно после поездки все платят. Ну, обычно, да, но понимаете, какая история? Я сейчас попрошу вас сделать... Ну, для вас же не... Вы же все равно собирались платить, правильно? Ну, то есть вы... Хорошо, если вы собирались платить, вы просто заплатите мне вперед. Я вас из машины по дороге не выкину. Ну, то есть вы просто заплатите, и как бы к вам претензий нет. Нет, вы понимаете, первый раз такая ситуация. Обычно все платят после поездки. Я сейчас опаздываю, давайте поедем. Я вам после поездки все оплачу. Смотрите, во-первых, 99% людей, которые садятся в мою машину, опаздывают. Даже, может быть, все 100. Это первое. А второе, это все-таки финансовая безопасность. Вы поймите меня правильно, я же вас не шантажирую, ничего. Это финансовая безопасность. Поездка далекая, да, поездка далекая. Ехать далеко. Сумма 920 рублей. Я тоже не хочу потом гладиаторские бои устраивать. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Если они у вас не окажутся этой суммы, или вы просто откроете дверь и сольетесь, короче, понимаете, да? Поэтому, ну, здесь такой момент, что как бы... Ну, я понимаю, есть разные ситуации, но я сейчас конкретно опаздываю, у меня сейчас... Так я понимаю, мы с вами уже тут 5 минут разговариваем, да, и время уходит. Вы заплатите, и мы поедем. Ну, вы же все равно, как я уже сказал, вы же собирались заплатить, правильно? И вы в метро заходите, да? Вы как платите? Когда вы ходите, там, где нужно, вы кидаете жетончик, вы до метро, правильно? До того, как сели в вагон. Метро — это немножко другая история, потому что там так принято, когда ты заходишь, ты сначала платишь, а потом ты едешь. Я понял. Вот я сейчас, можно сказать, создаю какой-то новый тренд, который позволит таксистам избежать всяких геморроев, понимаете? Если бы там сумма была 100 рублей, ну, можно было бы рискнуть, да, но когда сумма большая, я вас уверяю, очень часто люди кидают. Вот прямо очень часто. Мне бы не хотелось. Я понимаю, но вы понимаете, тоже поймите, я сейчас опаздываю. У меня сейчас собеседование, которое очень важное собеседование. Если я сейчас опоздаю, то что я буду делать? Ну, то есть, вам необходимо приехать вовремя. Да, мне необходимо приехать мне необходимо получить деньги за свою поездку. Я не понимаю, вы получите деньги после поездки. Так в чем проблема? Вы заплатите просто сейчас. Вот просто положите этот косарь, там 900 рублей, и мы поедем. Я не вижу сложности. Понимаете, я человек традиции. Есть традиции платить после поездки. Я и плачу после поездки всегда. Почему я сейчас сажусь, и мне говорят, что заплатите сейчас, а потом, а если мне не довезете? Откуда? Какие гарантии? Я же должен тоже понимать. Я понял. А давно работу ищете, если не секрет? Ну, а вам какая разница? Ну, почему вы так разговариваете? Это я же не грублю вам ничего. Я просто задал вопрос. Я просто сейчас опаздываю, понимаете? И мне я понимаю, но это просто определенно вас характеризует по определенному. Я задаю вопрос: вы давно работу ищете? Кто хочет поработать? Да, давно. Год ищу. Понятно. И что, не берут? Нет, не берут. Как вы думаете, по какой причине? Вы даете нереальные планы. Потому что вот иногда бывает, что опаздываешь на собеседование вот из-за таких вот ситуаций, из-за таких принципиальных людей, которые... Это не принцип, я объясняю, это безопасность, понимаете? Это просто элементарная безопасность. Вот серьезно, смотрите, да? Мы сидим уже, я не знаю сколько, ну до хрена мы сидим. Да, уже. Мы сидим очень долго. Мы сидим уже долго, да. Вот, и мы сидим, да, 5 минут там с чем-то. И ситуация-то какая? Она никак не может разрешиться, да? Я теряю свое время, вы опаздываете. А вопрос-то очень простой. Если вы не собираетесь сваливать без оплаты, вы просто кладете сюда деньги, я беру эти деньги, кладу их себе в сумочку, закрываю сумочку, и мы спокойно едем. Вот смотрите, давайте возьмем, вот я понимаю, что вы сейчас уже, судя по всему, опоздаете нормально. Возьмите любую сферу услуг,
практически любую, вы платите всегда заранее, понимаете? Даже если вы сдаете обувь в ремонт, вы спрашиваете всегда, вам сейчас оплатить или потом, правильно? То есть, и как правило, люди говорят, заплатите мне сейчас, вперед, потому что хрен знает, ты там с этой обувью, тебя может там, я не знаю, да что угодно может быть. Понимаешь, случится с человеком, он не придет за обувью, а работа сделана. Вот какая история. Поэтому сейчас у меня таких вот историй в машине, когда меня пытались или реально кидали люди за более меньшие деньги, понимаете? Сейчас у меня принцип, если поездка свыше 8, там, ну, хорошо, да, я могу сказать, свыше 500 рублей даже, я всегда беру деньги вперед. То есть я готов рискнуть суммой ниже 500 рублей, но когда 920 рублей час ехать, и я потом приеду, а вы, не дай бог, я ничего не утверждаю, но такое может получиться. Вы, не дай бог, ой, кошелек забыл, ой, мама денег на карточку не положила, ой, а жена забрала последние, ой, дети шаловливые забрали, ой, у меня ничего, ой, или такая, братуха, братан, ты понимаешь, там такая история, давай я тебе закину под Новый год. Под окна тебе кину под Новый год, понимаете? То есть вы хотите поменять просто платежную систему в сфере такси, и чтобы вам сначала, ну, понятное дело, бывают разные ситуации, но это зависит от человека. Вот вы понимаете, я не знаю, я опоздаю на собеседование. Опоздаете. И что? А я не хочу систему поменять. Я не хочу поменять систему вообще в мире. Я хочу поменять систему в одном единственно взятом транспорте. Вот в этом автомобиле, понимаете? Все вокруг против. Но вы чувствуете внутри, что вам нужно это сделать. Делайте. Похую, кто что говорит, похую. И чтобы у меня была возможность поменять в следующий раз эту машину на такого же класса или лучше, я ввел такие правила. Потому что если я этими правилами, как вы их называете, принципы, но это не принцип, это же не принцип, что я такой, типа, это как бы, я вот мои утверждения какие-то, да, понятия, это не в этом дело, это просто элементарная коммерция, вы платите, я еду. Если бы вы, не вопрос, привяжите карту, платите по карте, и нет проблем никаких. Но когда вы платите наличными, и такая сумма, это уже возникают какие-то моменты. Я не хочу показаться занудным, простите меня за выражение, придурком, да, не буду материться, придурком, что я там чего-то там у меня с головой не в порядке. У меня с головой в порядке, но я не хочу рисковать. И если у вас есть деньги, я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Вы кладете бабки, я еду. Нет, вы понимаете то, что... Но я могу вам положить сейчас деньги, но сейчас давайте просто доедем до места. Да. Еще я не знаю. А ваш-то принцип в чем? Вы сейчас уперлись, в чем? Вы торопитесь, а в чем ваш принцип? Это первая у меня такая ситуация. Я всегда плачу после. Такси, это как, я не знаю, это сравнить как в метро. В метро же платит сначала, а здесь другая система. Здесь платит после того, как выполнена работа. Это как, не знаю, в какой сфере. Везде по-разному платят, но так принято. Я понял. Знаете, что я вам могу сказать? Вот честно. Да? Может быть, это тоже немножко грубое сравнение. Я никогда не был с 3 женщинами одновременно. Да? Но когда этот момент настанет, я не облажаюсь. Секундочку. То есть ты заявляешь, что встречаться с несколькими женщинами — это удобно? Господи, да ты же гений! Вот у вас сейчас настал момент, когда таксист просит деньги вперед. Я понятно параллель провел, да? Да. Все бывает что-то в первый раз. Вот так вот. То есть, когда у меня будут 3 женщины одновременно, я не буду им рассказывать утиные истории по поводу всяких каких-то моментов. Тем более, если мне будет очень хотеться. А вам очень хочется попасть по адресу, соответственно, вам нужно... Короче, давайте так. Я в последний раз вам говорю. У меня только одно правило. Либо вы платите мне 920 рублей, можно больше, я дам сдачу, либо мы никуда не едем. Я заплачу только после поездки. А я в последний раз вам сказал до этого. Ну и что мне сейчас? Вы понимаете, я уже опоздал. Не знаю. И что теперь? Не знаю. Последний раз вам сказал.
Знаете, я из принципа не буду это делать. Хорошо. Я из принципа откажусь это сделать. Я вот, давайте так сделаем. Я в последний раз, вот реально в последний раз, вам говорю, либо вы кладете сюда 920 рублей, можно больше, я дам сдачу, не проблема. Можете на карточку мне перевести, как хотите. Либо мы никуда не едем. Вот честно. Без вариантов. Даже объяснять не буду больше. Короче, Да. я опоздал. И Я перепишу твой адрес. мой адрес? Твой адрес. Там адреса нет, там есть Твою только как меня информацию о зовут тебе. и номер машины. И у да. тебя будут проблемы, потому у что меня, да. я сейчас просрал свою возможность Да, возможно. попасть куда-то выше, чем я сейчас нахожусь. Поэтому у тебя будут проблемы, Ну, ясно? понятно. Запомни это. Хорошо. Ну так. Отмену сделай. Тебе ничего не сделает, конечно. Ты меня называла. Это пиздец, конечно, полный. Я не знаю, как. Я не знаю, как мне быть. А ты мне нравишься. Что-то я распелся сегодня, блин. Смотрите, какая история, да? Вот, есть упертый долб***, возможно, у него реально нет денег. Может, его там ждет кто-то, или он реально будет сиротой мне прикидываться, бля, опять. В слезах топить, мне это надо. Он торопится, он понимает, что он все проебал. Ну, в итоге, я фантазирую, но может быть, он все проебал. Он на метро там не успевает, блядь, еще как-то он не успевает, ему нужно в такси, блядь, бабок нет, хуй. Ну ты скажи, блядь, чувак, ладно, давай ни тебе, ни мне 50%, вот тебе пятихатка и поехали, блядь. Хуй ним, поехали. И то я бы напрягся, да, может у него только пятихатка и все. Он потом опять начал меня парить всякой хуй. И, соответственно, вообще по итогу, когда он сказал, что он нам на собеседование, да, и не может... у меня было поначалу еще, я думаю, ладно, хуй повезу, принципиальный в рот компот. А потом, когда он сказал, что он по собеседованиям год ходит, хуй его знает, блядь. Понимаете? Бабок нет, работы нет. Нет, может быть, конечно, я злой Евгений, который, блядь, людям надо помогать туда-сюда. Но если ты собрался все равно заплатить, ты за налик едешь, блядь, у тебя бабки в кармане есть, да положи, или хотя бы покажи деньги. То есть он бы просто там, ну, в определенный момент сказал бы, блядь, ты заебал, вот бабки, они есть, поехали. Да, я бы сказал, не вопрос, поехали. Я бы хоть знал, за что с ним в конце биться бы, понимаешь, на мечах, блядь, если бы он сквозанул. А так хуй его знает, понимаете? Ну вот, хотите меня просто вот разорвите в клочья, ну бля, ну вот такая история. Тем более, опять же говорю, это не бабушка села, хотя и бабушка может сесть, проехать, и потом сказать, ну чё, что-то, дырка в кармане, нахуй, и куда-то все, блядь, потерялось, понимаете? У нее будет дырка в кармане, блядь, а у меня в бюджете, а может еще в каком месте, блядь. Пишите, скажите, что я не прав. Скажите, что я не прав, но я, блин, я буду стоять на своем. Утром деньги, вечером стулья. Утром деньги, вечером стулья. Пишите.